Всем привет, я Елена Сервитас. Это «Непростой разговор». Вы находитесь на платформе «Настоящая Россия». Я напомню, это благотворительный фонд, где мы собираем деньги для помощи украинских беженцев. Вы всегда можете зайти к нам на сайт. Если вы в России, то нужно заходить через VPN и сделать пожертвование. Сегодняшний мой гость – это дипломат, бывший дипломат Борис Бондарев, подавший в отставку с должности советника Женевского представительства России в ООН. Естественно, первый вопрос. Борис, а почему вы это сделали? Добрый день, Елена. Если вкратце, я это сделал, потому что уже больше не мог работать на государственный аппарат, который занимается развязыванием агрессивной войны, скажем так, против нашего ближайшего соседа и ближайшего нам, в общем-то, можно сказать, народа. Вот. Но это решение, оно возникло, там, я не знаю, сразу 24 февраля. Вы понимали, что все, это была последняя точка, и вы не согласны? Да, 24 февраля я понял, что если до этого я еще думал, что надо поработать какое-то время, потом спокойненько, может быть, уйти, найти какую-то другую работу, но и так было все очень такой вяло текущие мысли. 24 февраля я уже понял, что это вот именно та точка, за которой уже нельзя просто оставаться, что это уже точка невозврата, скажем так, и для России, и для режима, и, в общем-то, и потому я решил уже уйти, чтобы как-то сохранить свои условия, что ли, все-таки чище, чем у тех, кто остался. Да, действительно, вы ушли, не просто так ушли, не тихо ушли, вы ушли громко на весь мир, и CNN, и, я не знаю, там и ТФ1, и все медиа мира рассказали, что вы выступили с резким осуждением войны в Украине, в России. А вы с кем-то из, может быть, своих коллег советовались или с кем-то разговаривали, как вы это будете делать? И почему, кстати, вы ушли так громко? Это же тоже решение. Я ни с кем не советовался, естественно, потому что, сами понимаете, это... Во-первых, не хотелось никого не подставлять, не задавать людям неприятные вопросы, неудобные для них, например. Во-вторых, я понимал, что в моем ближайшем окружении, в Женеве конкретно, я такого понимания, скажем так, и поддержки, естественно, не нашел бы. А в-третьих, почему громко? Для того, чтобы люди увидели, что есть все-таки в МИДе, МИД России адекватные люди, которые видят ситуацию, как она есть, и не поддакивают бездумно руководству, не поддерживают любые самые людоедские настроения и мысли. И все. Я просто хотел... Я, конечно, не думал, что за мной пойдут другие дипломаты, у меня не было мыслей и надежд, потому что я немножко знаю многих коллег, которые, скорее всего, просто плывут по течению, скажем так. Пока никого из них это не затронул непосредственно. Просто хотелось еще сделать свой личный вклад, скажем так, в эту борьбу добра со злом, если так можно сказать. То есть вы были уверены, что никто из Министерства иностранных дел, это же огромная организация, по всему миру есть там сотни сотрудников, вы понимали, что вряд ли кто-то за вами пойдет? Почему? Потому что в массе своей люди, вообще не только в МИДе, вообще в принципе люди конформисты. Основная масса, они плывут по течению и придерживаются тех правил, которые существуют, чтобы не было проблем. И не вникают глубоко вообще во все, что происходит. Поэтому для того, чтобы резко поменять свое, так сказать, не только место работы, а сделать заявление, это означает, что у тебя будут, особенно в России, проблемы. Скорее всего. Конечно, а кому надо? Люди работают, получают неплохую по московским меркам зарплату. И некоторые рассчитывают на какую-нибудь там карьеру и так далее. Многие действительно искренне уверены в том, что мы все делаем правильно. Многие действительно искренне промытые мозги у людей, особенно у молодого поколения, они считают, что руководство все делает правильно, что весь мир против нас, и надо бороться и так далее. Поэтому, нет, есть люди, есть мои коллеги, я знаю лично, которые ушли по-тихому, причем они ушли прямо в самом начале войны, буквально там первые недели. Они просто уволились, и я так понимаю, что ничего не было за это. Но они просто, я думал, что я просто уволюсь, это да, но я и что? Уволюсь, и у меня будут, как сказать, каких-то перспектив в России уже точно не будет.
И мое вот это вот осуждение войны, оно, ну что, я выступлю где-нибудь в Москве с осуждением, меня отправят куда-нибудь в места не столь отдаленные, там, я не знаю, за фальсификацию, там, распространение фейков, говоря, да. Ну и что, об этом все сразу забудут. Я выступил, чтобы как-то стало это, так сказать, политически значимым событием, скажем так. Политическим значимым событием, и вы себя тем самым, я надеюсь, еще, ну, можете как-то обезопасить. Хотя мы тоже видели много примеров, когда человек был и публично, ну, не знаю, там, Борис Немцов, например, публичным, известным и так далее, но если как бы принято решение, да, то мало что может ему помешать. Ну, у вас несколько разные профили, поэтому как бы, ну, тяжело. Ну, да, я не претендую на какую-то действительно важную политическую роль и так далее, естественно, просто. Те люди, которые ушли, это, ну, которые ушли по-тихому, это люди тоже, которые занимали, ну, не знаю, там посты где-то за пределами России? Я знаю тех, кто ушел в Москве. Угу. Вот, потому что, ну, уйти в Москве гораздо проще, чем уезжать из командировки за границу, это меньше шума, естественно. Вот. Тем более люди, кто работают в длительных командировках, они получают нормальные деньги, по российским меркам очень хорошие, поэтому, я думаю, подавляющее большинство подумает просто, зачем мне это делать, даже если они не поддерживают войну. И я знаю, мои коллеги, многие, которые, скажем так, были 24 февраля обескуражены, скажем так, этими событиями, тоже они были совершенно в таком подавленном состоянии, как и я. Вот. Но они решили, видимо, оставаться и дальше вот, работать, выступать, так сказать, осуждать всякую русофобскую политику Запада, так сказать, и вот это все. Как технически это происходит? Вот если, ну, вы говорите, люди, это все-таки, ну, работать в МИДе, это же человек получает образование, да, он учится этому много лет, я не знаю, должен понимать какие-то вещи. А критического мышления в МИДе нет, правильно? Это в последние годы только так? Или это вообще так заведено? Когда ты учишься, допустим, в МГИМО, тебя готовят как бы, так сказать, де-факто вот к карьере в МИДе. Тебе учат, что вот есть государственные интересы России, и их надо защищать. Вот. И эти интересы, они, мол, присущи как бы государству и не зависят от того, кто находится у власти. Вот. Люди тем самым получают такую психологическую защиту. То есть они говорят, что я вот защищаю государственные интересы, я, допустим, не одобряю там, то, что делает Путин, но есть объективные интересы. Другое дело, что они дальше не идут в своем рассуждениях и не пытаются понять, что это за интересы, кем они сформулированы. Сформулированы они Путиным или кем-то там еще. Вот. Поэтому критического мнения, оно, как сказать, МИД это, конечно, не армия, но там есть определенная иерархичность. И тоже как бы особо такие вот независимо мыслящие люди там не приветствуются. И особенно сейчас. Вот. Поэтому как бы я со своими вопросами и постоянными сомнениями насчет логичности и востребованности тех или иных наших внешнеполитических шагов тоже в последнее время, ну там несколько лет, как бы получал в ответ, так сказать, ну, слова, что как бы, зачем мне это надо, зачем мне это интересует, все равно никакой карьеры это не обеспечит, и даже наоборот. А может быть, конкретно вы, ну, дадите пример, ну, вот до войны, то есть у вас уж еще до войны были какие-то… Ну, конечно, это же ну, например. копилось. Это же копилось, но я не знаю, вот, там после, ну, когда я уже работал в Женеве, например, когда писались различные документы в Москву, там, ну, как обычно, это пишется телеграммы и прочее, о каких-то мероприятиях. Очень важно, когда ты пишешь, очень важно подать это в определенном тоне, сообщить определенные нюансы, чтобы у читающего уже сформировалась какая-то определенная картина. Вот. Я всегда считал, что если ты докладываешь о чем-то, это должна быть максимально взвешенная, максимально объективная информация. Да, ты даешь какую-то свою оценку, ты даешь свой прогноз, но это должно все исходить из анализа. То есть анализ должен быть объективным, он не должен быть пристрастным. Когда ты начинаешь с текста, что вот наши русофобские, так сказать, враги предприняли очередной антироссийский выпад, и дальше идет в Антохе, это уже не анализ, это уже пропаганда.
А это реально есть в документах МИДа, то есть письма, которые дипломаты между собой присылают, там есть вот такие… То есть да, я об этом и написал в своем заявлении, что пропаганда изменила собой вообще работу, потому что последние несколько лет это, наверное, обострилось после отравления Скрипалей, когда эта тема химического оружия всплыла в Организации по запрещению химического оружия в Гааге. И из Гааги стали приходить такие прямо передовицы газеты «Правда», наверное, 1937 года, условно говоря. Раздавить гадину, там что-то такое просто. Сначала это читаешь и думаешь, господи, это просто смешно, а потом ты начинаешь понимать, что действительно это все идет с мест, потому что другие начинают посольство этому подражать, потому что они видят, что это как бы находит хороший прием в Москве, надо писать так же. Начинается эта пропагандистская писанина, и за ней уже правды ты уже не увидишь. В любом случае, любое наше поражение внешнеполитическое подается как большая победа. И надо быть уже хорошо в теме, скажем так, чтобы понимать, что на самом деле, о чем идет речь. Поскольку наверх попадают уже огромное количество этих документов, там никто уже не вдается в подробности. И совершенно неудивительно, что наверху складывается совершенно превратная вообще картина мира. Это происходит для чего? Чтобы подать поражение как победу? Это чтобы люди на местах в это поверили? То есть вы же между собой, между дипломатами, вы же понимаете, что, я не знаю, там нет каких-то отравленных комаров из Украины, а нету нацистов, там, фашистов и так далее. Вы же между собой должны это понимать все. Да, вы рассуждаете как нормальный такой человек, реалистически мыслящий, но на самом деле многие действительно так думают. Может быть, они просто как оппортунисты делают вид, что они так думают, и просто разделяют спущенную сверху политику партии. Я не могу сказать. Но есть люди, которые действительно искренне убеждены, что все-таки есть. Есть те, которые говорят, что нам все равно, что происходит, нам сказали, мы это делаем, и так далее. Когда тема этих биологических, например, лабораторий на Украине, когда спустилась к нам эти материалы, которые присылались, там, по сути дела, были просто презентации, допустим, университета какого-то американского, который ведет проект с каким-нибудь эпидемиологическим институтом на Украине. Просто презентация в PowerPoint, несколько слайдов, где там все это расписано. Но это, оказывается, у нас это трактуется как свидетельство того, что американцы разрабатывают на Украине биологическое оружие. Это полный бред. Там смотришь на это, это ниоткуда не следует вообще, в принципе. Но это… Уже по этим документам видно, что это фейк слепленный, просто для дальнейшего распространения. То есть это даже не фейк, это действительно документы. Условно говоря, какой-нибудь университет, там, не знаю, Принстон проводит проект по исследованию каких-нибудь перелетных птиц там на Украине. Все, они делают по этому поводу, у них какой-нибудь научной встречи, мероприятие, слайды. Там стрелочки показаны туда-сюда. Там приводится документация, сколько выделено средств на это, какому именно институту, там, что проведено, все такое. Все. Из этого наше доблестное Минобороны и Министерство иностранных дел делает вывод, что это же следствие, это же понятно, что это американцы проплачивают украинцам создание биологического оружия. И это предлагается всему Женевскому дипломатическому сообществу предъявить, чтобы оно поверило. И когда я говорю, это как-то, это вообще, извините, это не серьезно, детский сад. Мы ничего не знаем, прислали из Москвы, давай. Правильно, потом вы идете дальше, допустим, беседуете с каким-нибудь иностранным дипломатом, он говорит такой я, конечно, понимаю, вы понимаете, что он понимает. Вам надо потом доложить, что вы провели работу, что вы всех убедили, а вы не убедили. И вы начинаете придумывать, и начинаете эту пропаганду. Вы думаете, что вы провели работу, какие-нибудь там развивающиеся страны подчеркнули, что они там близко к сердцу приняли наши аргументы. Там страны Запада, как всегда, не могли ничего парировать, Может быть, они просто не участвовали в этом мероприятии, поэтому они не парировали, не отвечали. Но вы об этом не напишете. Напишите, что они просто им не нашли, что сказать. Они там вяло молчали. И такие всякие, знаете, уже на грани такого оскорбления формулировки. Это сплошь и рядом. Их читаешь и думаешь, бывает даже смешно, что просто весь текст идет о том, как мы всех победили, а в конце, к сожалению, мы остались на тех же позициях, что и были. Это так, вскользь. Все, то есть на самом деле ничего не произошло, нам ничего не удалось сделать, но мы напишем на 3 страницы, на 5, на 10, как мы их всех увидим. Это профанация. То есть люди занимают, когда это уже давно шло, я поэтому и думал, что
Ну, работа превращается просто в какое-то вот написание каких-то дебильных бумажек, ни на что не нужно. Мне было просто даже неловко за то, что я получаю деньги и занимаюсь какой-то вот полной ерундой. Вот. Мгм. Ну, может быть, я дальше бы занимался этой ерундой, если бы не война, потому что трудно, конечно, решиться, как-то радикально сменить работу, тем более, что я всю жизнь работал в МИДе, я нигде больше не работал. Вот. Мгм. Ну, вот, то есть, и сейчас это все хуже и хуже ситуация, потому что успехов-то на самом деле никаких нет, а докладывать надо об успехах, потому что о неудачах никто не докладывает. Ну, то есть, а внутри МИДа-то знают о своих неудачах? Потому что если они реально верят в перелетных птиц с биологическим оружием, есть люди реально, которые понимают ситуацию. Есть такая фраза давнишняя, да, что все знают. И люди, когда общаются с людьми высокопоставленными, они вроде как все понимают, что у нас везде коррупция, что у нас везде некомпетентность, что у нас вот это вот все неправда. А с другой стороны, все вот этим занимаются по-прежнему. Поэтому это очень сложный вопрос, на самом деле, насколько кто что правильно и неправильно понимает. Поговорить с людьми вроде все понимают. А с другой стороны, смотришь, что они пишут, думаешь, ну это вообще какой-то ужас, какой-то бред сумасшедший, я не знаю. То есть это вот система, которая, она настолько вот скрывает мозги, скажем так. То есть Ну, если ты хочешь не дать если работать, ты они даже... есть, если они есть, она их, возможно, скрывает. А иногда, когда чувствуешь и слушаешь некоторых дипломатов или, там, не знаю, официальных представителей МИДа, то вопрос по тому, есть ли там маски или нет, он как бы остается открытым. Простите меня, Это да. термины такие. То есть вообще МИД функционирует точно так же, как, я не знаю, так себя ведет, ну, последнее время, например, как какие-то там дворовые хулиганы, мафиозники, то есть под стать мафиозному государству. И даже вот тот язык, который ну, российские дипломаты используют не только там в своих документах, а на глобальных там, встречах Совета Безопасности, вот на этих заседаниях. То есть вас это тоже шокирует, эти Да, слова? конечно, ну, конечно, это... эм, А вот интересно, министр Лавров, он между собой, когда он говорит off the record с каким-нибудь коллегой, министром иностранных дел, там, Франции, я не знаю, он тоже себе позволяет такие вещи? Или это просто внешне мы ведем себя так, а off the record мы же все понимаем? это вопрос сложный, потому что в последнее время, я так понимаю, off the record вообще никто ни с кем не разговаривает, особенно с западными коллегами. Вот. А с другой стороны, помните, вот когда там, Риббентроп пригласил нашего посла и вручил ему ноту там, об объявлении войны, а потом в коридоре сказал: вы знаете, я сам вообще против войны, но меня никто не слушает, ну что я мог поделать, ну вы там это, передайте, что я вообще... Вот некоторые вот так вот могут вести себя, в принципе. И потому что когда вот ты чувствуешь, что вот тебя посылают на какую-нибудь встречу, ты должен там нести вот эту вот чушь какую-нибудь абсолютную, что, мол, на самом деле Украина напала на Россию, а не Россия на Украину. Угу. Ну, ты, конечно, все читаешь, а потом говоришь: так вот, коллега, слушай, ну, ты понимаешь, что это вот полная вообще чушь, бред и вообще как бы вот, потому что ну, ты хочешь, чтобы у тебя с этим вот человеком, может быть, ты с ним 10 лет общаешься по работе, да, у вас нормальные отношения. И он должен понимать, что ты все-таки ну, более-менее еще нормальный человек, ты просто как бы твоя работа. Вот. У нас же считается, что какая бы ни была работа, какой бы ты бред не должен был транслировать, это работа, это твой долг, прежде всего, даже не просто работа, это долг, это служба. В МИДе очень носятся с этим пониманием службы, государственной службы, потому что мы служим. Мы не просто получаем деньги за работу, мы можем вообще работать бесплатно, но мы служим России, Отечеству и так далее. И это святое. Поэтому, что бы там тебе Россия не сказала, ты должен выполнять. А вот критического мышления в отношении Родины и там, прочих сакральных вещей, оно, в принципе, не бывает. Вот смотрите, я просто еще один пример для такого коллективного Запада, ну, не знаю, там, более-менее либерального или там, менее либерального. Министр Лавров, министр иностранных дел Лавров, он был таким последним
нормальным человеком в российском режиме примерно до 2013-2014 года, когда был принят закон о запрете усыновления российских сирот. Вот с этого момента Лавров для всех закончился. Ну, по крайней мере, я тоже общалась с западными дипломатами, и они как-то воспринимали его более-менее серьезно. То есть это как будто такой человек, который мог, я не говорю, что он это делал, но все понимали, что он был как бы нормальный. Я не говорю, что, может быть, за спиной он говорил, да, они там все. Но вот после того, как было принято это решение, для многих это была красная линия. Вот. Для вас красных линий, наверное, должно было быть несколько до того, как вы совершили этот шаг. Что еще конкретно вот вы могли бы для себя назвать? Или когда для вас закончился Лавров? Давайте с этого начнем. Ну, я думаю, Лавров начал заканчиваться, когда в МИДе стали делаться всякие неадекватные назначения. Например, вот, Мария Захарова, Мария Владимировна, например, когда это непонятно вообще. Я не знаю, почему ее назначили пресс-секретарем и почему до сих пор ее держат, несмотря на то, что она уже много лет несет чушь, за которую периодически даже Путин приходится извиняться. Извините меня, ну какой нормальный там министр, не говоря уже о президенте, держал бы у себя пресс-секретаря, за которого приходится извиняться. Ну, давно бы уже уволили, правильно? Вот. У нас тоже в МИДе, на самом деле, и многие коллеги, и старшие, и в том числе на высоком уровне, были регулярно очень недовольны ее манерой поведения, и как она вообще готовится к своим брифингам, и, в общем, все это. Но ее держат зачем? Ведь она позорит вообще как бы российскую дипломатию уже столько лет. И вопрос, естественно, почему министр Лавров это все терпит? Другие там случаи были. Ну, например, была история вот еще с ливийской восстанием, да, в Ливии, когда принималось решение о беспилотной зоне, бесполетной зоне, и посол Чамов, ну, это такая, не могу на 100% это гарантировать, что это точную информацию, но на 99%, поскольку я неоднократно читал и слышал об этом от коллег, что он писал, посол российский Чамов в Ливии, он писал в Москву, что в целях сохранения отношений с Ливией, наших там интересов и Каддафи, туда-сюда, потому что с ним были заключены там всякие контракты и все прочее, нельзя допустить, чтобы его там разбомбили, свергли и все такое. Он там это обосновывал, все, окей, можно по-разному к этому относиться, но он делал свою работу как посол, старался, как в меру своего понимания, защищать наши интересы. Он написал несколько телеграмм, но президент Медведев очень хотел дружить тогда с Западом и говорил, давайте все-таки согласуем эту резолюцию в Совете Безопасности ООН, чтобы была там бесполетная зона. Но всем было понятно, что бесполетная зона не ограничится. То дело для того, чтобы помочь там повстанцам расправиться с Каддафи. Все, они просто, чтобы там никто не летал. Потому что летали там только самолеты Каддафи. Вот и все. Вот. После того, как, по-моему, там на первую телеграмму эту Чаму было написано что-то там, какая-то резолюция была, что, мол, пускай посол занимается своими делами, не лезть в большую политику, он написал снова, сказал, что и очень такую резкую. Чуть ли там не шла речь о предательстве национальных интересов и так далее со стороны руководства. Вот. На что Медведев как-то совсем обиделся и уволил его с поста посла. Вот. Но я, опять же, слышал, что, в принципе, мнение, которое выражал посол, было, в общем-то, мнением руководства МИДа, в том числе. Там и Лавров как бы не склонялся к этому, и там курирующие заместители министра и так далее. Вот. Но посла сместили, резолюцию приняли, дальше пошла эта история с Каддафи, мы потеряли Каддафи и так далее. Вот. Потом вот эта история повторилась в Сирии, и в Сирии уже как-то извлекли уроки, я так понимаю, вот они решили сохранить Асада все-таки. Но история, о чем я это говорю? Если бы, я тогда думал, если бы, допустим, Лавров после этой истории пошел бы, Медведев сказал бы, если вы не доверяете моему послу и моему мнению, то я больше не хочу быть министром, я ухожу в отставку. Вот. Так было бы в нормальной стране, в принципе. То есть это должен был сделать Лавров? Я думаю, да. Потому что нет, то если вы, как министр иностранных дел, вы отвечаете за внешнюю политику. Если вы говорите, вот, мое мнение, что нам надо делать то-то, то-то, тебе президент говорит, я лучше знаю, и делает. На каком основании это делает? Кого он еще слушает? Ты должен быть его главным советником. Если он тебя не слушает, то пускай он сделает министром того, кого он слушает. Зачем тебе вот, делать то, что ты считаешь неправильным? То есть, в принципе, по-хорошему министр уходит в отставку. И если бы его все замы ушли в отставку, все делегаты департамента ушли, был бы такой демарш,
который бы, естественно, произвел бы впечатление на всех. Может быть, МИД бы тогда стал бы другим немножко, к нему было бы больше уважения в России. Потому что сейчас МИД это так просто говорящие головы, которые там несут какую-то чушь на весь мир. Все. А политика делается вообще совсем другими людьми. Какими? Ну, которые предпочитают не светиться на публике. Ну, может быть, вы как-то можете нас... Ну, например, окружение президента, например, который вообще, может быть, не занимает никаких должностей, но они гораздо больше имеют влияние на внешнюю политику, чем МИД, например. Не можете назвать какие-то имена? Ну, не знаю, пару-тройку имен. Ну, не знаю, тот же Пригожин, тот же, который вот приписывает ему этих наемников и прочее. Это, я думаю, что в плане влияния на внешнюю политику он как минимум как Лавров вообще. Ну, по крайней мере, в каких-то отдельных регионах, я не знаю, там ЦАР Ну, или... да, то есть я говорю к тому, что в отличие, допустим, от США, где Госдепартамент играет важную роль, где без его санкций, согласия ничего не делается во внешней политике, например, у нас МИД, ну, его могут спросить, а могут и не спросить. Угу. Есть у нас другие службы, ведомства, которые действуют за границей, например, и кому больше доверяют. Это какие? Ну, разведывательные службы, прежде всего, там, и так далее. Вот. В силу своего происхождения наш президент доверяет им гораздо больше, чем гражданским людям из МИДа, например. Но мы же видели уже даже вот за время этой войны, как их сообщения там разных разведывательных служб тоже были совершенно ничего не были с реальностью. Та же история, как я говорил, какой в МИДе пишется. То же самое, что мы везде победили, у нас все прекрасно. Вот они так и писали. Деньги, которые шли там, на что-то, они там благополучно где-то там оседали, а в ответ шли прекрасные доклады, что все хорошо. Вот. Ну, потому что система такая, она построена не на компетентности, а наоборот на непрофессионализме. Если вы говорите, что на внешнюю политику влияют люди из окружения президента, там, Пригожин, ну, вот какие у них есть там цели и задачи первостепенные, как вам кажется, вот из того, что вы сейчас увидели, и если можно как-то синтезировать и сказать, вот там на первом месте это. И, собственно, зачем? У них свои личные интересы. Ну, обогащение, если это Пригожин. Да, конечно. Угу. Просто там, я не знаю. Ну, вот сейчас я вот не скажу конкретно, потому что я за этим не слежу, но, допустим, когда я работал в Монголии, там было открыто огромное такое месторождение угля, Талан-Талгой, и огромное количество было всяких компаний, которые хотели его разрабатывать. Вот. В том числе наши тоже, вроде как. Я вот помню прекрасно, как в течение там 1 месяца у нас позиция по отношению к этому углю менялась на 180 градусов. Сначала говорили, конечно, мы должны прикрепить свои позиции. Монголия – наш ближайший сосед, стратегическая страна. Прекрасно у нас там с ними отношения. Нам надо как-то что-то там поразрабатывать, какой-то там. Потом оказалось, что нам уголь не нужен через 2 недели. Вообще, да и пускай его там какие-нибудь китайцы разрабатывают. Потом через 2 недели я все-таки нужен. Понимаете, там бегал там Дерипаска, который там хотел со своим этим концерном что-то разрабатывать. Потом РЖД, который вроде потом сказали, что идите разрабатывать. Они говорили, что нам, может, это и не надо, у нас своего угля полно, но сказали, надо. Вот и так далее. То есть, понимаете, вот эта вот политика, которая непонятно чем руководствуется, не какими-то долгосрочными стратегическими планами, идеями, а вот какими-то сиюминутными соображениями. Вот, я тогда тоже начал думать, ну, что-то как-то странно все это. Ну, должна же быть какая-то у нас утвержденная линия, как мы работаем с Монголией, как мы там укрепляем свое присутствие, не знаю, отношения с ними, какие-то выгодные проекты взаимовыгодные делаем. Вот надо это все проводить. А у нас то одни, то другие, то 5, то 10. Сегодня это нам надо, завтра нам это надо. Сегодня одна группа какая-то там финансово-промышленная захотела, потом она что-то расхотела. Пришла другая, ей надо совсем другое. Понимаете? То есть, а это Монголия, между прочим, как бы это не Украина, не США, это страна, которая, в общем-то, сильно от нас зависит до сих пор. У которой к нам до сих пор остались очень хорошие отношения, где очень многие люди до сих пор говорят по-русски, до сих пор русский преподают в школах, между прочим. Там, когда я туда приехал, там вся элита, все правительство были выпускниками МГИМО вообще. То есть они прекрасно говорят по-русски, там, по-английски, это прекрасные люди европейские. Вот. Она зажата между Россией и Китаем. Китайцам у них, наоборот, отношения не очень хорошие в народе. Они на нас смотрят как на такой противовес. Плюс это вполне европеизированные люди.
Они очень хотят в Европу, в Америку, там, они т-т-т-т-т. То есть у них там вся таблица Менделеева в земле, это богатейшая страна по ресурсам. Там не надо быть каким-то гением дипломатии, чтобы нормально с ними отношения развивать. Тем более у нас есть огромная уже база, наработанная в советское время. Ну нет, у нас вот... Потому что политика в каждом конкретном случае диктуется какими-то конкретными интересами каких-то конкретных людей. Вот. Не государственными соображениями в целом, общественными, а вот потому что конкретных там, этих, финансовых и прочих бизнес-групп. А вот у вас есть сегодня понимание, почему Путин начал войну в Украине, чьи интересы там отрабатываются? Или... Его собственный личный интерес остаться у власти, потому что ситуация в стране плохая, экономика сокращается со времен вот еще Крыма, естественно. Растает новое поколение, которое уже, хотя хоть и родилось при Путине, но оно не воспринимает его как великого, так сказать, вождя, который спас страну там, от ужаса 90-х годов и прочего. Вот, они вполне себе включены там, в интернет, в Facebook, в Instagram, им это все как нормально, они хотят путешествовать, они смотрят на Запад и так далее. Ну, не все, конечно, но большая часть. А те, кто вот как Путин мечтают все время жить в 1945 году, это уже старики, такие же 70-летние. И, может быть, немножко помоложе, там 60-летние, которые вот очень падки на пропаганду. И да, они уходят естественным образом. Поэтому вот на кого ему опираться? Людей, которым он не интересен, не нужен, так он им объяснит, что его надо выбирать там еще 20 лет. Потому что я сделаю вам экономику еще хуже, там еще как-то. Что вот ему нужна война, победа, сказать, вот мы победили, я великий ваш правитель, который собрал русские земли. Конечно, у нас плохо, потому что мы воюем с миром. Война нужна для того, чтобы электорат 60+ его поддерживал? Для всех вообще. Ну вот когда Крым, например, присоединили, в общем-то, масса народа была очень оптимистична к этому поводу. Потому что до этого все говорили, вот Крым, там, Хрущев отдал украинцам Крым незаконно, это русская земля, они там русские люди, все такое. Ну, как бы говорили. А потом возникла вот такая вот возможность его быстренько схватить. Путин воспользовался, и вот у него получилось там несколько, не знаю, 4-5 лет вот определенной такой поддержки, которая потом стала рассыпаться, потому что нельзя постоянно мобилизовываться. Вот. И он почувствовал, да, что нужно что-то делать. Почувствовал. Ну и плюс, я думаю, это главная задача. Вторая задача у него это, ну, во-первых, разобраться с Украиной, которую он, я так понимаю, считает личным вызовом себе, потому что украинцы как-то не хотят ему подчиняться, не хотят его президента Януковича, которого он там несколько раз пытался навязать. Вот. И вообще он считает, что это... Ну, он сам объяснял всему народу, да, неоднократно перед войной, что это вообще искусственное государство, что нет никакого ни украинского народа, ни украинского языка и все такое. А там сидят в Киеве эти бендеровцы, наркоманы и все такое. Вот. Это второй вариант. Ну и третий, заодно вот, победить Украину, захватить ее и щелкнуть по носу американцев, например, которые вот за Украину. Сказать, что вот я тут главный, это мой вот внутренний двор, вся эта постсоветская действительность, вы сюда не лезьте. То есть в голове Путина холодная война не закончилась еще? А она не может закончиться, он же из КГБ. А КГБ – это люди, которые нацелены на то, чтобы везде искать врага. Понимаете? Вот у меня вот есть коллеги тоже в Женеве, которые, что бы американцы ни сделали, вот, я не знаю, любой там закон, любое какое-то движение, это они первым делом ищут, это 100%, чтобы нам навредить. Теперь надо найти, понять, как именно. То есть, по их мнению, американцы встают утром и такие думают, ох, сегодня хороший день, будем гадить России. А вечером они ложатся спать и говорят, ну хороший день был, мы нагадили России как могли, завтра будет еще один такой же день. Вот, это картина мира, на самом деле, ну, серьезно. У людей действительно вот такой вот конструкция была. Что Америка, Запад существует только для того, чтобы нам испортить жизнь. Это странно, когда дипломаты в это верят, потому что я всегда пытаюсь представить человека, который живет, я не знаю, там в Иваново, в каком-нибудь там в Екатеринбурге, прекрасный город, или, не знаю, там в Москве. Вот у него отрубили, не знаю, там доступ к интернету. Он не может прочитать все, что пишет нормальные независимые СМИ.
закрыли «Эхо Москвы», закрыли «Дождь» и так далее. Но когда ты дипломат, когда ты живешь на Западе, у тебя есть доступ ко всем СМИ мира, там, не знаю, от CNN, заканчивая там китайскими передовицами. Но ты же можешь составить свое собственное мнение и увидеть, что мир не такой, не биполярный, а есть множество разных красок, в которых твоя краска совершенно не самая важная. Но вы понимаете, если вы так будете делать, у вас могут возникнуть сомнения, что ваше руководство ведет какую-то неправильную политику. А сомнения у нас не приветствуются. Борис, но дипломаты российские видят людей в жилых домах, которые умирали, я не знаю, в Виннице, когда бомбили детей, или в Одессе, они же видят, они же не могут верить этой больной женщине Симонян, которая убеждает весь Я мир. вам объясняю, как русские дипломаты за чашкой чая, кофе утром обсуждают, что вот этих, сколько же там лет после Второй мировой войны, сколько лет этих там бандеровцев в Западной Украине вылавливали. Говорит, сколько сейчас придется их вылавливать, наверное. Сейчас, наверное, ну, там помогут там, беспилотники, там туда-сюда. Или вот когда Мариуполь осаждали. А может быть, туда надо какую-нибудь химическую бомбу скинуть, чтобы там выкурить из всех этих подземелий. Вот так они обсуждают на полном серьезе между собой. Понимаете? Какие там средства связи? О чем вы говорите? Какие там CNN? Ну, CNN они не смотрят. Зачем CNN? CNN – это и вражеская пропаганда. Это все. Там китайские какие-то каналы, это китайская пропаганда, там, не знаю, Аль-Джазира, это, значит, арабская пропаганда. Самое интересное, да, что люди, которые живут в той же Швейцарии, условно говоря, наши дипломаты, которые всем этим наслаждаются, всем этим вот созданным человеком инфраструктурой, скажем так, да, они думают, что тут то же самое, что в России. Я говорю, ты посмотри, когда даже, ну, глазами видно, что не то же самое, наверное, что-то они делают не так, как мы. Ну нет, у людей вот такая проекция, что на самом деле вот в глубине все то же, что у нас. Вот вся вот эта вот коррупция, круговая порука и вот эти все наши прелести жизни, это у них то же самое. Но при этом они предпочитают жить как бы на загнивающем Западе, а не у себя, там, не знаю. То есть, знаете, разные. Есть люди, которые настолько вот как-то пропитаны вот этим таким вот квасным патриотизмом, скажем так, что они говорят, ой, как тут тяжело. Ну, во-первых, надо сказать, многие наши дипломаты российские плохо владеют иностранными языками. Что, простите? Плохо владеют иностранными языками, да. Я даже знаю дипломатов, сотрудников заграничений, которые вообще не знают иностранных языков и успешно работают. Вот. Поэтому, понимаете, а когда ты плохо разговариваешь, тебе плохо общаться, неудобно общаться с местными, там даже в магазине туда-сюда, тебе не хочется, ты общаешься со своими. Тем более многие живут у нас в посольствах, во многих, весь персонал живет на территории посольства, то есть ты как бы сегодня живешь вот в своем коллективе, и тебе не нужно общаться с какими-то там иностранцами. Вот. И многие у нас почему-то так думают, что все иностранцы это вообще, извините, шпионы, и он каждый, если ты поговорил с иностранцем, то все, он тебя уже завербовал, занес там свой списочек и так далее. Это вот это все наследие Советского Союза, оно живо в МИДе, потому что, ну, видимо, после распада не было у нас никаких чисток приведено в государственных органах от вот этого всего коммунистического наследия. И все эти люди так и остались. Плюс, надо сказать, что в 90-е годы очень многие ушли из МИДа, там, на вольные хлеба, а это были самые, ну, перспективные люди, вот, самые энергичные, те, кому не хотелось сидеть на копейке. Остались, соответственно, самые ленивые, инертные и никому не нужны. Вот они сейчас делают карьеру. Вот это все руководство МИДа, между прочим, сейчас это все оттуда. Потому что они заняли места, которые освободили. Угу. Если вы посмотрите, многие нынешние МИДовские начальники сделали очень быструю карьеру в 90-е годы. Там, буквально там подскакали по всем этим ступенькам за считанные годы, потому что места было очень много вакансий. Вот. Сейчас тоже невозможно, потому что сейчас все сидят, все места заняты, все сидят как пришитые на своих местах, все начальники. Борис, я хочу вам задать такой вопрос. После того, как началась война, последовала достаточно быстрая реакция Запада, сильная она или не сильная, или там адекватная, неадекватная, как раз хотела с вами поговорить. Вот те санкции, которые были введены, на ваш взгляд, они смогут как-то повлиять на тех людей, которые принимают в России решения? Они что-то, какие-то болезненные ощущения им доставят, или вот то, что мы сейчас слышим, не знаю, там, мы картошку вырастим, и носки заштопаем, и будем жить совершенно спокойно. Так. То есть эта же линия сейчас будет двигаться? Ну, во-первых, мы видим уже, что санкции, введенные даже в 2014 году, например, на там, высокотехнологический экспорт,
там, товар двойного назначения для военных нужд, например. Они уже подействовали, что у нас очень мало высокотехнологичного оружия. Это видим, что российская армия, она, по сути дела, остается советской армией, и она воюет числом и оружием, по сути дела, времен, ну, не времен Второй мировой войны, но по модели Второй мировой войны. То есть это, прежде всего, артиллерия, дальнобойная, ствольная артиллерия и так далее. Каких-то высокоточных ракет у нас, по сути дела, почти нету. Даже эти калибры знаменитые, они тоже у них точность не такая уж, как заявляется. Потому что у нас нету вот этих самых полупроводниковых баз, например. Нет у нас компонентной базы своей электронной, которая сама производилась. Все это завозное, привозное, и все это до сих пор добывается третьими там, путями нелегальными в массе своей. А этого, в общем-то, даже недостаточно для нормального функционирования. У нас там проблемы со станками, и мне даже говорили люди компетентные в разных государствах, когда я работал уже в Москве, что, допустим, для производства каких-то ракет, например, огромные проблемы. Хотя ракеты производятся у нас там, с 50-х годов, это как бы технология вообще, честно говоря, не самая современная. Даже для того, чтобы производить ракеты, нужны хорошие станки. Станки высокой точности и так далее. А их у нас нет станкостроения, в принципе. У нас вообще не производятся нормальные станки. Их приходится воровать. Мы так и сказали. Нам приходится воровать станки. Вот я прям цитирую. Мы сидели в Вене, как раз пили пиво в этом ресторанчике, и товарищ, вот, который этим занимался, он мне так вот признавался грустно. Говорит, вот так вот. Воровать у кого? Ну, на Западе, естественно, где производят такие станки, в Японии. То есть берете какие-то там, не знаю, детали, разбираете эти станки и под видом чего-то такого вы тащите. Но так вы много не уведете, во-первых. А во-вторых, и станки тоже надо как-то обслуживать, им нужно запчасти, то есть это сложный очень процесс. Сейчас этот процесс еще больше усложнится, естественно. И никакой Китай не поможет массово. Я уверен в этом, потому что у китайцев тоже куча частных и получастных компаний, которые это делают, и они не хотят попадать под санкции ни американцев, ни европейцев. Вот. И какой-то, конечно, будет такой ручеек течь, но это будет недостаточно совершенно. Вот. Поэтому я считаю, что санкции, которые сейчас введены, они, конечно, их задача не остановить войну в принципе. Их задача сделать, чтобы эта война уже было сложно вести. Поэтому они долговременные, и они, конечно, работают далеко не так быстро, как хотелось. Потому что запасов всякого дурацкого оружия, там, танков и прочее, и пушек и так далее, снарядов, к ним огромное количество советских времен еще осталось. В принципе, если Путин хочет их утилизировать, он может это делать еще годами. Другое дело, что, скорее всего, у него люди кончатся быстрее, вот, которые умеют это делать что-то. Вот. Поэтому, что касается того, как эти санкции повлияют на руководство, на его психологическое состояние, я, конечно, затрудняюсь сказать. Но я понимаю, что Путин попал в цугцванг, говоря шахматным языком, то есть он попал в ситуацию, от которой нет хорошего выхода для него. У него любое решение, какое бы он ни принял, оно будет только ухудшать его ситуацию. Он сейчас уже, все, кто там более-менее видит, что он уже не такой великий и непобедимый лидер, как он казался, что он влез в войну вообще, совершенно не рассчитав последствия, не подумав о них. И, соответственно, он сейчас делает ошибку за ошибкой. Вот. И любой его ход будет только ухудшать ситуацию. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло побыстрее, вот, без лишних жертв. Вот. Поэтому, ну, а если будет введено эмбарго там, полный на нефть и на газ, ну, тогда действительно будет еще более сильный удар. Вот. Другое дело, что люди вокруг Путина и вообще руководство, они настолько сервильные, но мы видели это по заседанию Совета Безопасности, помните, перед признанием ДНР, ЛНР, ну как это все выглядело, ну это просто, я не знаю, вот эти люди, вот после этого, вот если бы у них было какое-нибудь ощущение порядочности, они должны просто уволиться. А Нарышкин был вообще застрелился, потому что его просто как взрослый человек, извините меня, занимающий такую должность, и его просто этим лицом по столу на всю страну. Ну как это? Ну, на весь мир. Ну, на весь мир, да, но это просто, это свинство. Надо было сказать, знаете, Владимир Владимирович, вы кого-нибудь другого возите, а я, пожалуй, пойду. Ну нет, они же вот на задних лапках перед ним прыгают. Поэтому сейчас, наверное, они смотрят на него, и я думаю, им тоже как бы тягостно, но они не понимают, что делать. Во-первых, их никто не учил думать. Во-вторых, они тоже думают, что США, там, НАТО – это враги. А в-третьих, я не знаю, они надеются, что Владимир Владимирович он такой умный, он что-нибудь придумает. Вот. Я надеюсь, что когда он ничего не придумает, тогда, может быть, начнутся какие-то волновения.
та политика, которую ведет Франция, французская дипломатия известна тем, что до последнего момента мы сохраняем возможность диалога, даже в самой худшей ситуации, как бы то ни было, мы пытаемся разговаривать. Вам как в этой ситуации Макрон, его поведение, как вы его оцениваете? Буквально вчера, Стоит делать или все-таки нужно было бы более жестко как-то с ним? буквально вчера, по-моему, видел где-то в Твиттере твит, что вот уже 2 месяца, сегодня 2 месяца, как Макрон не звонил Путину. Вот, но я надеюсь, что президент Макрон понял все-таки, что звоните Путину, это бессмысленно. То есть это он для себя создает как бы, имидж такого человека, который стремится к дипломатии. Понимаете? Но разговаривать, там, я не знаю, понимаете, Черчилль не звонил, наверное, Гитлеру, и не говорил: Адольф, ты не прав, ты должен отступить. Или там Брюзович не звонил Гитлеру. Потому что зачем? Какой смысл? Потому что, понятно, что люди это недоговороспособны. Россия постоянно, путинская Россия постоянно демонстрирует, что она недоговороспособна. Вот опять же, вот вы спросили, что там меня подвигло на вот это окончательное решение. И вот в том числе и то понимание, что сколько лет я работал, я понимал, что у нас очень странно относятся, допустим, к договорам. То есть это заключать... У вас очень странно что? Относятся к договорам. То есть если ты заключил договор, то где-то у тебя там в глубине есть такое вот понимание, что если мне очень-нибудь надо, я его буду нарушать. Вот. Заключили, но он меня как бы ничему не обязывает. Вот, например, договор о ракетах малой и средней дальности, да, из которого американцы вышли, потому что обвинили нас, что мы сделали ракеты. Пожалуйста, есть договор, но мы будем делать ракету, которая не попадает на него, то есть попадает на него. Вот и все. А потом, когда все это вылезло на поверхность, мы делали вид, что как вы могли такое подумать? Как всегда, вот бред. Понимаете? С этим новичком, потому что химическое оружие запрещено, но мы его разрабатываем. Я не говорю о том, что Советский Союз еще, подписав в 70-х годах конвенцию о биологическом оружии, запрещающую биологическое, прекрасно до 90-х годов его разрабатывал. Вот. То есть вот это вот недоговороспособность, в принципе, она еще от советских времен пошла. И сейчас она прекрасно укореняется, тем более учитывая вот эти вот психологические особенности нашего руководства. Как, на ваш взгляд, эта война может закончиться? Чьей победы вы ждете? Конечно, это такой очевидный... В смысле, я примерно знаю, что вы должны ответить. Я рассчитываю все-таки, что Украина победит. Причем это будет не какое-нибудь, так сказать, позиционное там противостояние непонятного продолжительности, а то, что она все-таки, российские войска будут отступать. И в России наконец-то увидят, что, извините, победы никакой нету. И как бы то, что вам Владимир Владимирович обещал, великий, так сказать, передел мира, это все остается в его только влажной фантазии. Борис, но мы же говорили о том, что любой проигрыш и промах можно будет подать и поставить на стол как великую победу. Не любой, все-таки не любой, понимаете. И когда вы обещали, имели в виду в течение нескольких дней захватить Украину, а вместо этого украинцы, не знаю, бомбят Севастополь, например, условно говоря, или заняли весь Донбасс и вышли на границу. Но тут извините, вторая армия мира, то сюда, тут уже даже самые такие вайтнически настроенные люди начнут задавать вопросы. Как так, почему? Измена, как говорится, зрада, да? Вот, и кто будет виноват? И те же самые люди, которые вокруг Путина, тоже скажут: Владимир Владимирович, как так получилось? Мы же поверили, мы там лишились кучу всего, нас засанкционировали везде, мы так поверили у вас, товарищ Путин, а вы нас предали, по сути дела, вы нас обманули. Вот. И он начнет тоже искать, естественно, виновных. Надо же объяснить, почему так, почему проиграли. А виновные должны быть какие-то известные крупные люди, потому что на мелкоту никто не поверит уже. То есть это будет его ближайшее окружение, начнет на них срывать свою злость, он будет считать, что они его предали, что они неправильно там сработали. И тогда возникнет вполне себе хорошая почва для того, чтобы эти люди подумали: а нафига он нам нужен такой? И вот всякие могут быть развития событий. Вот как раз по поводу развития событий, почему Запад так вяло все-таки реагирует на войну? Одно дело поставлять Украине оружие, принимать украинских беженцев, не знаю, вводить санкции, но тем не менее у нас были уроки в истории, которые, видимо, плохо были выучены.
сейчас ситуация повторяется, что как бы, чем больше мы ждем, ну, потом в последний момент, когда ты вступаешь в эту войну, короче, почему Запад до сих пор не делает каких-то конкретных шагов? Ну, понятно, они говорят, там, у нас мы не хотим там, вводить войска, ну, американцы, у них там электоральный период, но мы же все это проходили уже. Ну, во-первых, никто не хочет связываться с ядерным оружием. Путин Ну, все только у России есть знает, ядерное оружие. да, но понимаете, когда по вам шарахнут ядерной бомбой, это уже будет не так приятно, что у вас оно все равно есть. Ну, Путин уже с самого начала пригрозил всем, что если что, он это использует. Потом он периодически это дело повторяет. Вот когда не завтра, 1 августа в Нью-Йорке начинается обзорная конференция договора о нераспространении ядерного оружия. Это ключевое вообще событие вот во всем разоруженческом, так сказать, секторе. Там будет, конечно, очень интересная, на самом деле, думаю, борьба, потому что вот этот вот ядерный шантаж, который мы сейчас наблюдаем, он, конечно, очень здорово все это дело взбудоражил. Там будут сторонники запрета ядерного оружия, которые будут очень сильно нападать. И даже ядерные державы, те же как США, Франция и Китай, и Великобритания, которые говорят, что давайте пока не будем запрещать, им будет сложно, им будет сложно отвечать на вот эти вот обвинения, потому что им говорят, вот русские это угрожают. Если бы не было ядерного оружия, может быть, Путин бы и не напал бы никуда. Вот. Понимаете? То есть, поэтому, в первую очередь, конечно, никто не хочет провоцировать действительно войну, потому что Путин, ну, так удачно всем показывает, что он, если что, он совсем там уже поехал, и он за себя не отвечает. Вот, я считаю, что это неправильный подход, что наоборот, надо показать, что как бы, да, не только у него есть ядерное оружие, если что. Вот, и как бы, вот. Но, понимаете, я думаю, что на Западе просто расслабились уже за много лет. Из этого вот настрой на противостояние с Советским Союзом, он испарился. Новые поколения пришли, мы все привыкли к комфорту, к хорошей жизни. А война, это любая война, это, извините меня, это ограничение. Вот у нас, пожалуйста, пандемия ковида. Ввели какие-то ограничения. Сколько было недовольных. Сколько было там выступлений, тут вот в Швейцарии ходили постоянно митинги против там, этих масок, против там ограничений. Просто людям сказали, для вашего здоровья нужны какие-то ограничения. Люди были недовольны. Понимаете, когда война, тем более такая масштабная война, это будут еще больше ограничений. Это будут какие-то чрезвычайные положения, там, комендантские часы, это огромные затраты, снижение доходов и так далее, так далее, так далее. То есть это будет, естественно, дискомфорт для населения. Поэтому никто не знает, насколько население готово поддержать. Так, конечно, все вывешивают в окошке украинские флаги. Но это дешево, ни к чему тебя не обязывает. Да? А если скажут, иди вот на военкомат местный, французский, потому что президент призывает, так сказать, армию, и будем воевать с русскими, тут уже народ почешется. А зачем это мне? Да? Вот, например, я написал у себя в LinkedIn статью такую, правда, она довольно длинная получилась, я вот изложил свои мысли. Вот, например, если Путин, например, нападет на какую-нибудь прибалтийскую страну, член НАТО, между прочим. Я уверен, что очень много политиков среди государств НАТО скажут, ну зачем нам из-за какой-то там Прибалтики воевать с Россией, рисковать вообще ядерной войной. Давайте пусть отдадим их. Ну мало ли, что мы НАТО. Но 5-я статья не говорит, что мы должны обязательно оказывать вооруженную помощь. Мы можем это делать, а можем выразить озабоченность. Понимаете? Учитывая, что у Путина очень много друзей, да, в Евросоюзе, как мы знаем, и в виде глав государств, правительств, и в виде всяких политических деятелей, которые не преминут сказать, зачем мы будем, и во Франции, я не буду называть даже фамилию, но вы знаете, о ком я речь. Вот, тоже в первую очередь вылезут, скажут, зачем нам наши французские сыновья отправить на войну мясорубку с русскими за какую-то там, извините, Прибалтику, или там, не знаю, Молдавию, там, Румынию, не знаю. Вот так и будет, на самом деле, я убежден. Вот это главная опасность. На это как раз Путин и рассчитывает. Именно на раздрай. Тогда с договоренностями проблемы не только у России, но и у западных стран тоже, если так легко перечитать 5-ю статью или там перевернуть ее смысл. 5-я статья не говорит, вот я недавно прочитал, не говорит, что НАТО обязано именно вооруженным путем атаковать, так сказать, агрессора. Там написано, что он оказывает всяческое содействие, в том числе и военное. Но это уже будут решать сами государства, понимаете? Вот. То есть, и в такой ситуации, там, не знаю, американцам, как лидерам вообще НАТО и западного мира, придется, видимо, принимать решение и единолично вступать. Они этого тоже не хотят, но это уже как бы
действительно ядерная война. Вот поэтому, я думаю, это удерживает Запад от более активной вовлеченности в конфликт. Вот. Другое дело, что, я думаю, можно поставлять просто оружие побольше и побыстрее Украине. Сейчас как раз для Запада очень это цинично звучит, но сейчас Украина воюет за Запад, и им это очень удобно, потому что они могут как бы украинскими руками, украинским оружием расправиться с агрессией. Загасить ее вот внутри, пока она не перекинулась на другие страны. Потому что Путин покончит с Украиной, он не сможет долго кормить этой победой, извините меня, нищее население. Надо будет показать, что война продолжается, что надо еще, у нас еще есть враги, нам нужны еще победы. Это будет Молдавия, это будет, наверное, Казахстан, это будет Белоруссия, это потом пойдет Прибалтика. Потому что он поймет, что угрозы НАТО – это вообще ни о чем. Как бы они боятся ядерного оружия, ну и все, тогда мы можем делать все, что угодно. Вот. Это совершенно страшный сценарий, я думаю, что все. Ну, это если позволять. Да. Да, если вместо того, чтобы объяснить человеку, что если вот ты начнешь там это баловаться ядерным оружием, мы тоже будем побаловать. Вас видят храбрым, бесстрашным человеком. Какой у вас план сейчас? Что вы будете делать дальше? Да, у меня план. У меня план как-то найти применение с моим навыком, знанием, опыту вот в новой реальности. Поэтому я сейчас стараюсь, ну вот вижу себя, наверное, в нише какого-то, наверное, консультанта или эксперта, не знаю, по вопросам безопасности, сдерживания, стратегической стабильности и так далее. Вот буду, как говорится, рад сотрудничать с любыми организациями, там, исследовательскими центрами, которым это будет интересно, например. Вот, в плане, ну, в принципе, я вообще план максимум, я надеюсь, дожить до того, как все-таки Путин уйдет, его режим рухнет рано или поздно, и вернуться в Россию и принять участие в создании прекрасной России будущего в меру своих сил и умений. Вот. Я не планирую оставаться за пределами России вот, пожизненно. Хотел как-то помочь, потому что вот 20 лет я проработал, в общем-то, как я надеюсь, не принося большого вреда, но и не принося пользы. Вот, и хочется все-таки пользу принести какую-то своей стране и людям. Но тоже это будет международная какая-то, если... Я вот сейчас как раз думаю, хочу написать какой-то эссе, как я вижу вообще дипломатию России будущего, какая она должна быть, как она, может быть, будет устроена, и какие у нее должны быть цели, задачи и так далее. Вот какой-нибудь спойлер, может быть, какие-нибудь там парочку пунктов заспойлерите? У меня пока очень смутно все. Мне пока очень смутно, я только так, в общих словах что-то. Ну, она должна быть, во-первых, главная задача, то есть не задача, а особенность, она должна протекать из внутренней политики, она должна отражать нужды и потребности российского общества. Вот и все. Это любая дипломатия, любая внешняя политика. То есть это не отдельные вот эти химеры в голове у конкретных людей, да, а вот есть нормальное, нам нужно развиваться экономически. Соответственно, нужно будет в первую очередь... Это прописано, по-моему, в Конституции в Швейцарии. Да, там не надо ничего выдумывать. Внешняя политика должна отвечать интересам, внутренним интересам. Безусловно. Не надо даже ничего изобретать. Нужно просто вот это реализовать на практике. Нужно будет нам снимать санкции. Я думаю, процесс снятия санкций будет очень сложным и длительным. Потому что санкции легко вводятся, но потом они десятилетиями остаются. Даже если меняется режим? Да. Ну, смотрите, это поправка этого Джексона Веника пресловутая, введенная в 70-х годах, была отменена только, по-моему, в 2013. Да. Ну, хотя уже или какой там режим, уже 20 с чем-то лет, уже не было советской власти. Вот, то есть даже если придет к власти, там, не знаю, Алексей Навальный или кто угодно, вот, абсолютно все поменяется, все равно это будет висеть, и это будет очень сложно это все дело снимать. Но это будет задача для дипломатов российских, новых. Вот, и создавать заново новый имидж, новые отношения с Украиной, налаживать отношения. Это вообще будет тяжелейшая задача. Это возможно? Все возможно, да, но надо работать, а не вот заниматься пропагандой своей писанине, понимаете? Вот, поэтому, конечно, без чистки кадровой во всем государственном нашем аппарате не обойтись, естественно. Куча людей, которые привыкли ничего не делать, получать деньги и заниматься фигней какой-то, их надо угнать поганой метлой, пусть ищут себе работу где-нибудь по своим способностям и так далее. Вот. Ну, что я могу сказать? Вот те люди вот сегодня буквально, да, обошли твиттер российского посольства в Лондоне, например. Нет? Да, конечно. Про Азов вот это вот. Да. Ну, это как вообще? Промолчал бы просто, грубо говоря.
Зачем вот это вот сочинять? Это почему-то явно от себятина. Это не было никаких там указаний. Это от себя решили выслужиться, естественно, показать, что они... Это на местах посол решает, что давайте-ка выступим. Да. Слушай, ну, не приходит никаких указаний, типа, напишите какой-нибудь идиотский твит. Нет. Просто вам надо написать что-нибудь и регулярно отчитываться, что вы провели информационную работу. Вот в таком вот духе они проводят, потому что по-другому они, видимо, не видят. Вот. Ну, что мог поделать? Понимаете, это не формат, просто непригодность. Да. Потому что дипломаты должны добиваться мира и взаимопонимания, а не войны. Так что могу сказать? Вот. Поэтому вот у меня план максимум такой, да, как-то посодействовать вот это. Угу. Вот это надо как-то еще дожить и что-то делать, пока еще тут. Вот говорю, вот вам высказываю свои мнения. Вот вы донесете их, может быть, до французского руководства. Надо быть пожестче.